Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Прилуцкая, вы на канале Вязание это модно. В сегодняшнем ролике мы вместе с вами начнем вязать панаму крючком. По этой панаме уже есть одно видео на моем канале. По его описанию мы и будем двигаться. Там я рассказала все подробненько, ряд за рядом, как я эту панаму вязала, а также пообещала, что для самых начинающих мы по этому описанию свяжем панаму ряд за рядом. Итак, этим мы сегодня и займемся. Я буду вязать из пряжи Alizella на Gold. Пряжа всем известная. Цвет у меня, если кому-то интересен, 386. Это такой темно-мятный цвет. Крючки нам понадобится 3,5 и 4,5. А также нужен будет вот такой разъемный маркер. Почему разъемный? Потому что нам его нужно будет переставлять каждый ряд. И маркеры, которые защелкиваются, нам неудобны. Лучше иметь вот такой маркер. Ну, конечно, если у вас такого нет, то можно просто булавочку или что-то еще. Да, даже пригодится обломок зубочистки, в принципе. Ну что ж, начнем. Перед началом вязания я хотела бы сказать, что плотность моего вязания столбиками без накида по кругу крючком номер 3,5 составляет 30 столбиков без накида 22 сантиметра. Обхват моей головы 55 сантиметров. Вот такую мы с вами вяжем панаму. Она также подойдет на обхват головы и 54, и 56 сантиметров. Так. Если кто не умеет делать кольцо амигуруми, то в принципе это не важно. Можно сделать просто наборную цепочку из петель. Петли 3-4 будет достаточно, чтобы провязать в эту цепочку 6 столбиков без накида. А я делаю так. Обматываю вокруг пальца, вставляю крючок и провязываю вот эту петельку. Нам главное, чтобы вот эта петля была ходящая по кругу. То есть, если вот дернуть вот за этот тонкий кончик нити, у нас вот эта петелька должна затягиваться. И сейчас сюда, в этот круг, я делаю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. А теперь вот эту самую манипуляцию, то есть тяну за короткий кончик. Тяну за короткий кончик. И у нас круг сужается. Столбики соединяются друг с другом. Я подтягиваю еще посильнее, чтобы колечко свернулось вот таким образом. И в первую петлю замыкаю круг соединительным столбиком, соединительной петлей. Вот так. Ну, сначала вот эту петельку подтяну, а то она мне что-то какая-то рыхловатая получилась. Вот так. Все. Теперь наш маркер начала ряда, так как мы вяжем с вами для начинающих рукодельниц, чтобы не было путаницы в рядах, мы ставим вот в эту последнюю петлю. Мы знаем, что здесь у нас заканчивается круг, и мы уже никогда не запутаемся. Вяжем второй ряд. Второй ряд состоит в том, чтобы в каждую воздушную петлю провязать 2 столбика без накида. И начинаем мы вот с этой, со следующей воздушной петли, провязывая в каждую 2 столбика без накида. 1 петля, 2, следующую петлю 1, 2, следующую 1, 2. Итого у нас уже 6. 7, 8 в эту же петлю, в следующую 9, 10. И мы подошли к последней петле, в которую вставлен маркер. Мы его вытаскиваем и вяжем в эту петлю 11 и 12. Маркер вставляем вот в эту последнюю петлю. Мы ее теперь знаем
Никогда не запутаемся. Третий ряд. Третий ряд 18 столбиков без накида. Мы идем все по тому же описанию. Прошу прощения, я еще болею. Что означает вот такой палочка и галочка? Это означает, что одну петлю мы вяжем, а во вторую делаем 2 столбика без накида. Итак, вот в следующую, вот в эту следующую петлю мы вяжем столбик, а в другую 2 столбика. И повторяем этот раппорт до конца ряда. Сюда 1 столбик, сюда 2, сюда 1, сюда 2. Так, в следующую петлю 1 столбик, в следующую 2. Если вам кажется, что я вяжу слишком быстро, поставьте скорость чуть меньше. Как изменить скорость видео? Вот в этом углу экрана есть 3 точки. Нажимаете туда, и там можно выставить любую скорость, какая вам нужна. Можно даже сделать побыстрее. И вот последние 2 петли. В эту предпоследнюю петлю я вяжу 1 столбик, а в последнюю, как вы заметили, в этом ряду я уже не считаю столбики, но их действительно 18, я не промахнусь, не стану вязать дальше, потому что вот этот маркер начала ряда мне указывал, что в этой петле я должна свое вязание закончить. Если маркера нет, приходится в каждом ряду столбики просчитывать, это не всегда удобно. Следующий ряд 24 столбика без накида, и вяжется он следующим образом. В 2 столбика я вяжу, в 2 столбика предыдущего ряда я вяжу по столбику, вот так в один и во второй. А в третий вяжу 2, первый и второй сюда же. И так продолжаю ряд. В первый вяжу, во второй вяжу, все по одному столбику, в третий 2, первый, второй. И опять повторяю раппорт. 1 столбик в столбик, второй столбик в столбик и в третий 2. Столбик без накида, столбик без накида, в третий 2. Повторяю. Столбик, столбик, в третий 2 столбика, 1, 2. И остался последний раппорт. Столбик, столбик, снимаю маркер, делаю 2 столбика без накида, ставлю маркер. Последнюю петлю. Это мы с вами провязали уже 4 ряда. Пятый ряд. В пятом ряду у нас 30 столбиков без накида. Вяжутся они следующим образом. 3 мы вяжем столбик над столбиком, в четвертый 2. Первый, второй, третий, в четвертый 2 столбика. 1, 2. И этот раппорт у нас продолжается до конца ряда. Первый, второй, третий, в четвертый 2. 1, 2. Первый, второй, третий, в четвертый 2. И опять первый, второй, третий, в четвертый 2 столбика. Первый, второй, третий, в четвертый 2 столбика, и остался последний раппорт. Первый,
второй, третий, в четвертый 2 столбика, 1, 2. Круг у нас начинает приобретать форму многоугольника. Мы будем ее исправлять в следующих рядах. Конкретно это у нас будет 7, 12 ряд с исправлениями. Сейчас у нас будет 6 ряд. В 6 ряду 36 столбиков без накида. Вяжутся они как 4 столбика над столбиком. И в 5 двойное провязывание. Первый, второй, третий, четвертый, в 5 2 столбика, 2. Теперь снова первый, второй, третий, четвертый, в 5 2 столбика, 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 первый, второй, третий, четвертый, в 5 2 столбика. Для этого сначала убираем маркер. Столбики можно не пересчитывать. Маркер нам говорит о том, когда ряд нужно закончить. В 7 ряду мы сдвигаем вязание на 3 столбика, чтобы выровнять наше вязание в круг. Видите, он все больше приобретает очертания многоугольника. Итак, 3 столбика с накидом, 3 столбика без накида мы пропускаем. И начинаем вязать 2 столбика с накидом, 1 прибавку. Так нам в этом ряду надо бы вязать 5 столбиков без накида, потом в 6 прибавка, а мы начинаем вязать с 2, 2, первый, второй, потом прибавка вот здесь, вот, то есть вот в этот столбик вяжем 2, а потом вяжем по нашему графику 5 столбиков, каждый над столбиком, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь прибавка. Вот в этот столбик 2 столбика без накида. И опять первый, второй, третий, четвертый, пятый, 2 столбика в 1. Прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, следующий столбик прибавка 1 и сюда же второй. Дальше первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка. Вот в этот столбик вяжем 2 столбика. Еще раз первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка. И осталось связать те 3 столбика без накида, которые мы пропустили в начале ряда, сделав смещение. Первый, второй и третий. Вытащить и поставить в последнюю петлю ряда. Это мы связали 7 ряд, я карандашиком себе отмечаю. Теперь мы вяжем 8 ряд, в нем 48 столбиков без накида. Вяжется он как 6 столбиков вяжем, в 7 делаем прибавку.
Итак, 6 вяжем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, в седьмой прибавка. Давайте этот ряд свяжем самостоятельно. 6 вяжем в седьмой прибавка. Встретимся в конце ряда. 8 ряд связан. Теперь 9 ряд. В 9 ряду будет 54 столбика без накида. И мы вяжем 7 столбиков и делаем в 8 прибавку. Все то же самое. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. В 8 мы делаем прибавку. 1, 2. И так свяжем до конца. Встретимся с вами в конце ряда. 9 ряд связан. Следующий 10 ряд мы вяжем без прибавок. Здесь у нас снова будет 54 столбика без накида. То есть в каждый столбик предыдущего ряда просто провязываем по одному столбику. Никаких прибавок в этом ряду не делаем. В 10 ряду 54 столбика без накида. Провязываем ряд полностью, самостоятельно. Встретимся с вами в 11 ряду. 10 ряд связан. Я провязала последний столбик туда, где был вставлен маркер, и поставила снова маркер. 11 ряд у нас снова с прибавками, и в этом ряду нам нужно сделать 60 столбиков без накида, делая прибавку уже через каждые 8 столбиков без накида в 9. То есть 8 мы вяжем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. А в 9 делаем прибавку. 1, 2. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда с вами встретимся. Я делаю предпоследнюю прибавку в этом ряду. Вот у меня прибавка, 2 столбика в 1. И вяжу последний раппорт. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, так, седьмой, восьмой. И прибавка в последний столбик, где стоит маркер. Прибавка. 2 столбика в 1. 11 ряд мы с вами провязали, ставим галочку. 12 ряд 66 столбиков без накида. Их с прибавками нужно вязать в каждый 10 столбик. Но в этом столбике мы снова сделаем смещение, так как у нас круг опять начинает формировать вот такие уголки. Поэтому мы начинаем вязать с 5 столбика. То есть провязываем не 9, а 4. Первый, второй, третий, четвертый. И вот здесь уже делаем прибавку. 1, 2 в 1 столбик. А теперь вяжем 9. 9 прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, прибавка. И так вяжем до конца ряда. 9 столбиков, в 10 прибавка. В конце ряда у нас окажется, что не хватает 4 столбиков. Вот я сделала последнюю прибавку вот до маркера. Я, кажется, оговорилась в предыдущий раз и сказала, что нам останется 5 столбиков. 4 столбика. У нас остается 5 столбиков. Мы начали с 5. Точнее говоря, мы начали с 6. Мы провязали 4 столбика без накида. Я вас тут сейчас запутаю. Мы провязали 1, 2, 3, 4 столбика. И потом сделали первую прибавку. А потом стали вязать 9 прибавка. Так вот здесь у нас должно остаться 5. В конце должно остаться 5 столбиков. Первый, второй, третий,
4 и 5 в маркер. Вот, значит, тогда вы провязали ряд правильно со всеми прибавками. Переставляем маркер. А почему я запуталась? Потому что сама не переставила маркер в предыдущем ряду. Потом уже начала считать и ставить его наугад и поставила не туда. 13 ряд, 66 столбиков без накида. Это значит, что прибавок в 13 ряду нет. Мы просто вяжем в каждый столбик без накида столбик от начала и до конца. 13 ряд провязываем самостоятельно. 13 ряд готов. В 14 ряду у нас 72 столбика без накида, прибавка в каждый 11 столбик. 10 мы вяжем, в 11 прибавка. Все то же самое. Первый, второй, третий, четвертый и так далее. В 11 прибавка. Встретимся в конце ряда. Я сделала предпоследнюю прибавку и теперь вяжу до маркера. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Так, не сюда немножко. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 столбик и в 11 там, где маркер, я сейчас буду делать прибавки. Вот сюда 2 столбика. Мы связали 14 ряд. В 15 ряду нужно прибавить всего лишь 3 столбика, чтобы выйти на 75 столбиков без накида. 72 у нас хорошо делится на 3 части, получается 24. Поэтому через каждые 24 столбика нужно сделать прибавку в 15 ряду. И всего у нас будет, на спицах хотела сказать, и всего у нас будет 75 столбиков. Вы можете не считать эти столбики, вы можете просто произвольно в любом удобном для вас месте прибавить на взгляд 3 столбика без накида. Вяжем этот ряд. Можете считать в 24 и в 48 и в 72 сделать прибавки. Можете не считать, просто чисто на глаз, примерно где-то сделать 3 прибавки. И встретимся с вами в конце ряда. Итак, 15 ряд связан. Это готова наша донышко панамы. Если посмотреть, то круг у нас получился. Круг у нас получился, в общем-то, хороший, правильный, красивый. Он, как вы видите, 6-секторный. Совсем пока плоско в круг это не выкладывается. Если чуть-чуть подутюжок, то, конечно, будет плоский. А сейчас у него слегка загибаются края вот в такой вот, ну, такое в донышко. Вот буквально 2 последних ряда слегка чуть-чуть загибаются. Но это нам так и нужно, потому что у нас действительно это и есть донышко для нашей панамы. Если я сейчас промеряю диаметр этого круга через центр, то у меня получается 18 сантиметров. То же самое должно получиться у вас, чтобы в дальнейшем наша панама шла, так скажем, один в один. Если вы чувствуете, что вам немножко не хватает, возможно, можно связать еще один круг без прибавок, либо провязать последний круг чуть слабже, если вам совсем-совсем чуть-чуть не хватает, либо изначально начать, если совсем много не хватает, либо изначально вязать крючком совсем другого номера, значит у вас со мной не совпадает плотность. Попробуйте взять крючок большего размера. Дальше мы вяжем ряд номер 16. Он у нас состоит в том, что будем провязывать с вами 75 вогнутых столбиков без накида. Как вяжутся вогнутые столбики? Это мы будем делать так называемое ребро жесткости. Мы заводим крючок сзади в полотно. Вот мы приходили как бы вязание вот сюда над этим столбиком. Теперь мы работаем со следующим, вот с этим столбиком и вот с этой петелькой над ним. Вводим крючок сюда перед столбиком, обнимаем его, выводим крючок назад, подхватываем нить, выводим ее сюда на крючок, на крючке 2 петли. Провязываем их вместе. Первый вогнутый столбик провязан. Теперь то же самое мы проделываем со следующим столбиком. Вот он. Мы выводим крючок с той стороны, обнимаем столбик, выводим крючок назад. Косичка у нас остается сверху. Подтягиваем, подхватываем рабочую нить,
выводим ее на крючок, провязываем 2 петли на крючке вместе. Показываю еще раз. Теперь мы работаем вот с этим столбиком. Крючок к себе, от себя обнимая этот столбик, косички остаются наверху, их мы не затрагиваем. Подхватываем нить, выводим нить на крючок, 2 петли на крючке провязываем вместе. Вот таких столбиков нам нужно провязать 75 штук, ровно по количеству столбиков в предыдущем ряду. Вяжутся они несложно. Вот таким образом. Давайте свяжем этот ряд самостоятельно. В конце ряда я вернусь к вам. У нас получается вот такое ребрышко. Косичка выходит сюда наверх. Я подошла практически к концу ряда. Мне осталось обнять 2 столбика. Вот предпоследний. Да, кстати, ну вот я так делаю крючок. То есть у меня вот рабочая нить, а крючок на ней заходит в столбики. И потом я вытаскиваю. И вот остался наш последний столбик. Все то же самое. Вперед, назад. Вытягиваю нить, провязываю и вставляю. Мы связали 16 ряд. 17 ряд у нас 75 столбиков без накида за дальнюю дольку петли. Что это означает? Вот у нас тут такой ряд петелек воздушных. И вязать теперь столбики нужно за дальнюю дольку. Не за полностью, вот не за всю вот так петлю, а за дальнюю дольку. Вот так. Первый, второй, за дальнюю дольку. Я смотрю сквозь камеру, поэтому мне не очень-то хорошо видно. За дальнюю дольку. Вот так. Третий. И так далее. Встретимся в конце ряда. Нам нужно провязать вот таких 75 столбиков по кругу. Посмотрите наше ребро. Оно вышло сюда. Так вот оно выглядит. Я довязываю ряд до конца. Мне осталось несколько столбиков без накида. И дальше у нас с вами пойдет прямое вязание. 18-29 ряд. Так, вот это у меня будет сейчас предпоследний. И последний. И последний столбик без накида. С 18 по 29 ряд, то есть 12 рядов подряд, нам нужно связать 75 столбиков без накида, без каких-либо прибавок, убавок, просто простым вязанием за, обычно как мы вяжем, за 2 дольки петли по кругу, 75 столбиков без накида. И повторюсь, это будет 12 рядов, и за 2 или за 3 ряда я перешла на крючок номер 4,5. Когда вы будете вязать эти 12 рядов, как бы панамка уже начинает садиться на голову, и возможно ее примерка. Сейчас я вам покажу на предыдущей панаме, где мы сейчас с вами остановились. Мы связали вот этот момент, связали вот это ребро жесткости, и теперь мы двигаемся прямо. Провязав какое-то количество рядов, уже панамочка начинает садиться на голову, и вы представляете себе, как она там дальше у вас, то есть мала она вам, маловато она вам или большевато она вам. Возможно, вам не нужно будет переходить на крючок 4,5. Я, провязав какое-то количество рядов, поняла, что здесь, в принципе, у меня все нормально, а тут начинает что-то мне немножко подтуживать. И за 2 ряда вот до этого окончания, то есть до следующего ребра жесткости, у меня записано как 27 ряд, я перешла на крючок номер 4,5. То есть вот буквально вот этот ряд и вот следующий рядок у меня связаны уже крючком 4,5. Но я думаю, что этого даже здесь и незаметно. И поля у меня тоже связаны крючком номер 4,5. То есть я таким образом увеличила свое вязание. Поэтому крючок приготовьте.
Панаму уже можно будет примерять на голову. И 12 рядов мы с вами вяжем по кругу, ничего не добавляя и ничего не убавляя. И встретимся с вами в конце вот 12 ряда. Он у нас по счету будет здесь 12, а вообще 29 ряд. Я не знаю пока, это будет первая часть или все у меня видео получится в одну часть. Если все-таки вязание слишком затянуто, я сейчас увижу, что времени там много, то я с вами попрощаюсь, и мы встретимся во второй части, где будем вязать вместе поля. А если времени достаточно, то встретимся уже здесь в этом видео.